Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня будем рассматривать новинку компании Росток Электро реле напряжения RE-RVA63A с контролем тока или мощности. Это реле имеет цветной TFT-дисплей, который обеспечивает интуитивно понятный интерфейс. Оно имеет регулировку яркости экрана, ручную настройку нижнего и верхнего уровня срабатывания реле, скорость срабатывания 0,02 секунды, что одно из лучших значений по России. Кроме того, можно настроить ограничения по току или мощности в нагрузке. К тому же, это реле напряжения может работать как с внешним генератором в режиме с плавающей частотой от 45 до 65 Гц, так и от обычной сети 50 Гц. Рассчитано на ток 63 ампера, может быть также с номиналом 32, 40 и 50 ампер. Ссылку на этот прибор вы найдете в описании. Также оставлю ссылку на большой плейлист по защите электрооборудования. Будут и новые ролики по этой теме. Подписывайтесь на канал, чтобы их не пропустить. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Подключаем реле к лабораторному автотрансформатору. Реле тестирует напряжение в сети и через время задержки включает нагрузку. Нагрузка включена. Поднимаем напряжение. Реле отключило нагрузку и все надписи у нас красным цветом. Уменьшаем напряжение. Реле тестирует напряжение и через время, заданное в настройках, оно подключит нагрузку. Нагрузка подключена. Давайте уменьшим напряжение. И реле срабатывает по пониженному напряжению. Если напряжение ниже 120 вольт, то срабатывает за 0,02 секунды. Если выше, то за 1 секунду. Такое распределение времени по нижнему пределу срабатывания позволяет не реагировать на кратковременные просадки напряжения. Поднимаем. Реле отсчитывает задержку и нагрузка вновь включается. Таким образом, с помощью латтера мы протестировали работу защиты по перепадам напряжения и убедились, что реле работает корректно. Проверим работу ограничителя по току. Ограничение по мощности работает подобным образом. В настройках устанавливаю максимальный ток 5 А, количество срабатываний 3, задержку 5 секунд. Подключаю утюг мощностью 2 кВт. И реле срабатывает на превышение тока. Реле сделало несколько попыток включить нагрузку и заблокировалось. Устраняем причину перегрузки. Выключаем утюг. У нас осталась надпись, что прибор был перегружен и нагрузка отключена. Чтобы включить нагрузку, нажимаем клавишу S. Реле отсчитывает задержку и включает нагрузку. Если превышение тока на 25%, то срабатывание произойдет через 1 час. Если более, то за 5 секунд. При превышении тока более чем в 2 раза, оно сработает за 0,02 секунды. Это реле поставляется в такой красивой упаковке из плотного картона, который обеспечивает сохранность реле при транспортировке и хранении. Вынимаем. Корпус реле сделан из АБС пластика, не поддерживающего горения. Приятный дизайн прибора, качественная сборка. Все стыки плотно подогнаны, никаких заусенцев и прочих неровностей. Надписи сделаны лазерной гравировкой, так что со временем не сотрутся. Устанавливается на 2 посадочных места стандартной DIN-рейки. На рисунке показана 4-точечная схема подключения. При желании это реле можно подключить по 3-точечной схеме. При этом нулевой провод подключается к этой или этой клемме. Для подключения реле используются провода до 16 мм квадратных. Подключаем. Реле тестирует напряжение в сети и подключает нагрузку.
При этом загорается индикатор OUT, показывающий, что нагрузка подключена. Сверху отображается напряжение в сети, ток нагрузки отображается снизу. Если реле перевести в режим ограничения мощности, то снизу будет отображаться мощность. Обращу внимание, что верхний предел входного напряжения 400 вольт, что повышает живучесть прибора, позволяет не выгореть в схеме внутри, даже если на фазу попадет линейное напряжение 400 вольт. Ток нагрузки реле может превышать заявленный на 25%. К примеру, реле номиналом 63 ампера может коммутировать токи до 80 ампер, для чего может пригодиться ограничение по току или мощности. Если вы сдаете квартиру, то вы можете ограничить мощность, потребляемую арендаторами. Этим прибором могут ограничить потребление электричества в отдельных помещениях хозяева производств и офисов. Для меня наиболее актуальным является дублирование защитных функций автоматического выключателя. Реле напряжения будет отключать нагрузку быстрее тепловой защиты автоматического выключателя, если ток в цепи выйдет за пределы тока защиты автомата. Давайте настроим реле напряжения под свои запросы. Список настроек по умолчанию вы видите на слайде. Нажимаем кнопку S. Мы можем настроить верхний уровень. Кнопками вверх-вниз настраиваем необходимое значение. Я обычно ставлю напряжение 255 вольт. Далее регулируем нижний предел. Я обычно ставлю 190 вольт. Далее гистерезис. Оставляю 3 вольта. Это позволяет устранить частые срабатывания реле при пороговых напряжениях. Далее регулируем задержку повторного включения напряжения. Если в цепи защищаемой реле нет бытовых приборов, содержащих компрессоры, то я обычно ставлю задержку 30 секунд. В противном случае я ставлю задержку от 300 секунд. В следующем пункте определяем, будем ли мы использовать функцию защиты по току, по мощности или вообще ее отключим. По умолчанию включена защита по току. Нажимаем и устанавливаем верхний порог срабатывания защиты по току. Затем устанавливаем задержку включения при срабатывании по току. Затем выставляем количество таких отключений. Я ставлю 3. Мы можем поставить бесконечное число раз, выбрав эти черточки. Если блокировка по току сработала, то выйти из нее можно, нажав клавишу вверх, предварительно отключив излишнюю нагрузку. Вот я включил ограничение по мощности. Мы можем выставить защиту от 200 Вт до номинальной мощности реле с шагом 200 Вт. Далее устанавливаем время задержки включения при срабатывании реле по мощности и количество срабатываний. Можно этот вид защиты вообще отключить и перейти сразу к настройке частоты. И на дисплее будет отображаться только напряжение. Следующий пункт: выбираем работу реле со стандартной частотой 50 Гц или с плавающей частотой от 45 до 65 Гц для подключения к генератору. В этом режиме мы можем еще добавить задержку отключения нагрузки по верхнему пределу в микросекундах. Если ставим 0, то время задержки будет стандартное – 0,02 секунды. Для работы в обычной сети энергоснабжения оставляем 50 Гц. Далее переходим в регулировку яркости экрана. По умолчанию 7. Я ставлю максимальную яркость – 9. Дальше включение функции автоблокировки кнопок. В этом режиме, если не нажимать кнопки 30 секунд, то они блокируются. Чтобы в этом режиме отключить блокировку, нужно длительно удерживать кнопку вверх. На следующем шаге мы можем вернуть реле к заводским настройкам. Следующий пункт уникален. Высвечивается QR-код, по которому можно скачать инструкцию к прибору. Нажимаем еще раз и выходим из настроек.
Все настройки запоминаются в энергонезависимой памяти прибора и не изменяются при отключении питания. Корректная работа прибора гарантируется при температуре воздуха от минус 25 до 50 градусов и относительной влажности до 80%. Следует избегать попадания брызг воды на прибор. Гарантия на прибор 5 лет. Данный прибор обладает отличными характеристиками, и я его могу рекомендовать для защиты бытовой техники и в качестве ограничителя потоку или мощности. Если у вас есть опыт работы с данным прибором, напишите про него в комментариях. Остались вопросы, также пишите в комментариях. Ссылку на сайт, где я заказывал реле, я оставил в описании. Поделитесь видео с теми, у кого еще не установлено реле напряжения. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых роликах.